Дорогие друзья, приветствую вас на канале «Разумная медицина», доктор Евдокименко. И сегодня у нас новая и очень важная информация по восстановлению после коронавируса. Я сразу прошу прощения за то, что наше видео в этот раз будет не такое, возможно, выверенное, как обычно, потому что мы мало спали, мы готовили вот эту вот информацию, которую сегодня собираемся с вами поделиться, поэтому, возможно, где-то я буду растекаться мыслями по древу, но заранее приносим извинения. Что именно мы собираемся восстанавливать теми методами, о которых мы сегодня будем рассказывать? Да, собственно, большинство симптомов неприятных, которые появляются после коронавируса, вот с ними мы будем бороться. Ну, прям перечислим, да, от чего люди страдают очень часто. Скачет температура, очень долго порой. У кого-то, наоборот, температура пониженная. У очень многих людей после перенесенного коронавируса слабость, у кого-то одышка, чувство нехватки дыхания. У многих, ну это вы знаете, нарушение вкуса, у кого-то пропали запахи, а у кого-то запахи и вкусы носят такой характер, как теперь говорят, извращенный. То есть человек чувствует запах перегара какого-то, что-то перегорело, горело, вот какие-то странные запахи. Вот обо всем этом мы сегодня будем говорить. Какие еще симптомы мы постараемся с вами устранить? Ну, это чувство дурноты в голове, голова неясная, это вот у многих бывает. Боли в мышцах, боли в каких-то суставах порой, боли во всем теле. У многих сон нарушен, у кого-то появилась слабость. Про утомляемость я уже говорил, у многих людей появляются какие-то кожные нарушения, что-то типа аллергии, какие-то высыпания. И еще один фактор, с которым придется бороться, это проблема аллергические реакции или кишечное нарушение после приема антибиотиков. Но на самом деле вот именно эта проблема самая сложная. То есть в большинстве случаев с перечисленными симптомами справиться чуточку легче, но именно у тех, у кого после антибиотиков, здесь надо понимать, что вот эти люди будут восстанавливаться, скорее всего, к сожалению, дольше. Но, тем не менее, все равно постараемся справиться с ситуацией. Сразу скажу, что информация, возможно, будет достаточно неожиданная, и, пожалуйста, не просите меня поделиться, откуда именно я ее взял, потому что, ну, будем так говорить, эту информацию нам дали достаточно серьезные ребята, но они попросили себя не указывать. Поэтому источников информации не будет. И есть такие люди, которые вот они заходят: доктор, вот где ваш источник, давайте ссылки. Ну, ребята такого рода, пожалуйста, идите на те каналы, где вам дадут ссылки. А здесь будет эксклюзивная информация, но без вот этих вот вариантов. Итак, переходим к делу. В самой нашей первой передаче, посвященной коронавирусу, которая вышла в феврале 2020 года, я произнес такую фразу, что вирус в каком-то смысле, это образное выражение, что в каком-то смысле вирус – это информационно-генетический яд. И никак я тогда не думал, что отчасти эти слова окажутся в некотором смысле пророческими в отношении именно этого коронавируса. Что я имею в виду? По нашим новым данным, вирус часто вызывает в данном случае некий токсический эффект, то есть оказывает токсическое влияние на организм. Он действует как нейротоксин, и отсюда возникают всякие неожиданные эффекты типа исчезновения запаха или нарушения запаха, нарушения вкуса. А еще по нашим данным, этот вирус повреждает митохондрии клеток, то есть нарушается внутриклеточное дыхание, если говорить упрощенно. Ну, понятно, что это только упрощенный взгляд, чтобы вы понимали примерно, что происходит. И вот эти токсические эффекты, вызванные данным вирусом, без должного лечения могут оказывать на организм довольно долгое влияние. То есть это может продолжаться и полгода, и год. Ну, то есть достаточно долго это может происходить. Видимо, этими затяжными токсическими реакциями объясняются некоторые, подчеркиваю, некоторые случаи якобы повторного заражения коронавирусом. То есть да, повторное заражение коронавирусом, безусловно, бывают, но иногда это не повторное заражение, а просто возобновление токсических реакций внутри организма, как бы странно это ни звучало. Кстати, эти повторные токсические реакции часто, ну скажем так, возобновляются в том случае у недолеченных пациентов или у пациентов, которые перенесли болезнь, ну, достаточно тяжело. Они особенно часто возобновляются в том случае, если человек себя после болезни неправильно ведет. То есть он постоянно не досыпает или очень сильно переутомляется, неважно, физически или умственно, но особенно физически в данном случае. Или если человек часто стрессует, находится в постоянном состоянии, ну скажем так, нервотрепки. Так, друзья, проблема обозначена, а что нужно делать? Условно говоря, нужно провести чистку организма, ну или назовем так, детокс-терапию. И в данном случае мы используем универсальный препарат для очищения организма, который очень недорого стоит. Это банальный активированный уголь.
Есть несколько схем использования активированного угля, но в данном случае мы будем пользоваться такой схемой. Одна таблетка угля на 10 кг веса. То есть, если человек весит, скажем, 70 кг, то это 7 таблеток. Еще раз подчеркиваю, для взрослых это одна таблетка на 10 кг веса. То есть, если 100 кг, 10 таблеток, если 50 кг, 5 таблеток. Мы их принимаем за один раз. То есть, один раз в течение дня мы их выпиваем. Лучше после еды. А можно просто запивая водой. Главное, не ледяной. А можно эти таблетки сначала разжевать и потом запить водой. В данном случае активированный уголь мы пьем в течение 5 дней подряд, то есть еще раз один раз в день. Есть другие схемы. Я на самом деле сделаю страничку на своем сайте, посвященную тому, как можно принимать активированный уголь в данном случае. И ссылка на эту страничку будет дана под сегодняшним роликом. На что хочу обратить внимание. Вот как только человек начинает принимать активированный уголь, у многих людей сразу наступает какое-то улучшение, порой в течение дня. Причем, еще раз обратим внимание, вот на какой любопытный момент. Даже не после перенесенного коронавируса, но иногда люди, которые болеют коронавирусом, то есть находятся в острой стадии болезни, и они принимают активированный уголь, и неожиданно это дает порой сразу какое-то облегчение. Так что, в общем, можно пользоваться и после болезни, и попробовать в момент болезни. Я думаю, что вы ничего не теряете. Конечно, вы меня спросите про другие энтеросорбенты. Это препараты лигнина, которые мы рассказывали, всякие гели, энтеросорбенты и прочее. Можно ли их принимать в данном случае? Да, можно, но вот мое личное ощущение и то, что мне передали информацию, все-таки, если мы говорим об этой ситуации с коронавирусом, то здесь лучше принимать все-таки активированный уголь. Я только хочу, чтобы вы понимали, что информация постоянно обновляется, меняется, поэтому если что-то поменяется, опять же на той же страничке, посвященной активированному углю, там будет дана обновленная информация. Поэтому вот не поленитесь в данном случае периодически просматривать наши записи. А вообще, что касается борьбы с коронавирусом и восстановления после коронавируса, здесь, наверное, не получится, как это порой бывает. Вот доктор что-то посоветовал, я так легко просто это приму, выпью таблеточку и все, ничего не буду делать. Нет, к сожалению, вот именно в данной ситуации придется периодически мониторить, вот скажем так, новую информацию, которая будет появляться и в том числе у нас на сайте. Итак, начали принимать активированный уголь, что мы еще будем принимать параллельно. В наших программах мы рассказывали о таком чудесном лекарственном растении, которое называется ортосифон тычиночный. Вот одновременно с приемом активированного угля мы можем начать принимать ортосифон. И да, его тоже можно принимать не только после болезни, но его можно принимать в период болезни. И у некоторых пациентов, опять же, он дает очень быстрое облегчение. Если активированный уголь мы принимаем максимум 5 дней, то ортосифон мы принимаем 3 недели. Теперь обратите внимание, вы наверняка меня об этом спросите, когда это можно повторять. Уголь активированный вы попили 5 дней, сделайте как минимум 2-3 недели перерыва, потом можно опять его повторить. И вообще, на самом деле, его можно использовать периодически. Соответственно, ортосифон попили 3 недели, потом делаем перерыв 2 месяца минимум, и можно снова этот курс повторять. Что еще мы делаем? Когда вы пропили вот эти 5 дней активированный уголь и продолжаете пить ортосифон, для повышения, скажем так, энергетики организма, для восстановления внутриклеточного дыхания, можно попытаться пропить янтарную кислоту. Есть такие таблетки, они очень недорогие, они многим хорошо помогают. Но почему я сказал, можно попытаться? Все-таки янтарная кислота, к сожалению, подходит не всем. То есть у многих людей при ее приеме повышается энергетика, восстанавливаются силы, проходит дурнота в голове, начинают восстанавливаться вкус и запах. Но и есть определенный процент людей, он не очень маленький, это примерно процентов 10-15, которым она просто не идет. Или она не подходит по противопоказаниям, или просто, ну, вот есть такое чувство, не идет. Вообще сейчас скажу еще одну довольно странную вещь, наверное, их сегодня будет довольно много. При восстановлении после коронавирусной инфекции и при самом коронавирусе, пожалуй, больше, чем обычно, нужно слушать свой организм. То есть вы начинаете что-то делать, и вот чувствуете, не идет, значит, лучше это дело прекратить. То есть нужно слушать в данном случае свой организм, и это, возможно, странно, но это так. Опять же, при приеме янтарной кислоты, конечно, нужно учитывать противопоказания к ней. Какие здесь противопоказания? Это, ну, естественно, аллергия, как и на все остальное, беременность, кормление грудью.
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, некоторые виды мочекаменной болезни. Кстати говоря, если беседовать о проблемах с желудком, то в первую очередь янтарная кислота не подходит тем людям, у которых повышенная кислотность. Но многие даже при этом ее переносят достаточно хорошо. Только не надо делать классические ошибки, которые делают многие люди. Где-то почему-то люди прочитали, услышали, что янтарной кислотой эти таблетки надо рассасывать. Нет, ни в коем случае. Их надо запивать водой. И еще нужно учитывать, что янтарная кислота иногда может повышать давление. Поэтому вот за этим, но не всегда, иногда. Поэтому за этим тоже нужно следить. Если у вас нет противопоказаний к приему янтарной кислоты, если вы ее нормально переносите, как ее нужно пить? По одной таблетке утром, несколько дней попили, посмотрели, нормально переносите, то можно потом еще принимать одну таблетку днем. Запиваем обязательно большим количеством воды, не очень холодной. И ни в коем случае не пить янтарную кислоту вечером, потому что она на многих людей действует как энерджайзер. То есть, если принимать ее во второй половине дня, то люди некоторые просто потом не могут нормально заснуть, всю ночь ворочаются. А вообще многие люди отмечают, что при приеме янтарной кислоты у них сразу восстанавливается сила, появляется энергия. Но, еще раз говорю, нужно слушать свой организм. Да, что очень важно, ни в коем случае нельзя ее принимать на голодный желудок. Дорогие друзья, по янтарной кислоте тоже будет страничка на моем сайте. Ссылка на эту страничку будет дана под нашим сегодняшним роликом, так что тоже почитайте, посмотрите. Еще раз подчеркну, нужно в этот раз отнестись к ситуации внимательно, то есть нужно все внимательно изучать. Но в целом, если у вас янтарная кислота идет хорошо, если вы ее хорошо переносите, у вас улучшается самочувствие, то принимать ее нужно месяц. Иногда бывает такая реакция. Человек начал принимать вот с той одной таблетки первые, скажем, 3, 5, 7 дней. Чувствует что-то не очень, как-то не пошло. Можно попытаться сделать перерыв несколько дней и после этого перерыва попытаться ее принимать снова. Иногда, как ни странно, она вот со второго захода идет лучше. Но, к примеру, янтарная кислота не пошла. Что еще можно принять для восстановления организма, для восстановления сил? Можно принимать продукты пчеловодства. Ну, скажем, это может быть или перга, или это может быть пыльца цветочная. Неплохо помогают для восстановления нервной системы витамины группы В. Из лекарственных растений. Вот удивительно, что во время болезни хорошо помогает, что после нее восстанавливается. Это малина, чай с малиной, но напоминаю, что с минимумом сахара. То есть стараться вообще почти без сахара. Еще неплохо идет, как мы говорили в одной из наших программ, после болезни и во время болезни калина обыкновенный или калина красная, это она же. Ну, конечно, при условии, что у вас нет аллергии или противопоказаний. Но про аллергию и противопоказания нужно понимать, что это состояние может возникнуть в любой ситуации, даже у активированного угля есть свои противопоказания, поэтому это, конечно, все нужно будет внимательно изучать. Что еще очень сильно может сработать, но вот сейчас будет информация, которую мы проверяем, у нас поступила из разных источников информация про метиленовый синий, что он помогает и во время болезни очень хорошо, и после болезни. Но сразу скажу, друзья, не спешите, потому что эта информация у нас еще будет проверяться. И мы эту информацию будем выкладывать на сайте, но она появится, наверное, через неделю, через две, когда мы будем уже уверены. Поэтому все-таки еще раз прошу мониторить то, что мы выкладываем на сайте. Дорогие друзья, и что еще хотел бы подчеркнуть. Не надо смешивать все в кучу. То есть не надо вот из того, что мы перечислили, принимать сразу все препараты. Значит, еще раз. 5 дней активированный уголь. Параллельно с ним начали принимать ортосифон, который вы пьете 3 недели. Уголь закончили, и можно после него начинать принимать, скажем, янтарную кислоту. Но если она не подошла, вы можете начать принимать, ну, скажем, те травы, которые мы называли, например, либо калину обыкновенную, либо малину, или вы пьете витамины группы В, или вы пьете продукты пчеловодства, но не все сразу, то есть не нужно все смешивать в кучу. Просто если вы смешаете все в кучу, у вас и риск аллергии повышается, и риск каких-то неожиданных побочных реакций. Поэтому вообще я всегда предпочитаю все добавлять постепенно, то есть не нужно все начинать пить сразу и побольше. Теперь, что еще важно по восстановлению. Именно применительно к коронавирусу тут очень важное правило. С одной стороны, нужна умеренная физическая нагрузка. Да, сначала может не быть сил, но потихоньку надо начинать двигаться. Но ни в коем случае не должна быть избыточная физическая нагрузка, потому что она может, как ни странно, проявить вот те токсические эффекты, от которых нам нужно уйти. Поэтому начинаем понемножку двигаться,
понемножку гулять, но не допускайте какого-то переутомления. Не надо, если вы переболели коронавирусом, идти в зал и тягать там штанги или вообще какое-то железо. А вот что желательно делать, мы об этом в нескольких программах уже говорили, это наша недыхательная гимнастика для легких. Она действительно улучшает состояние. И об этом нам уже написало очень-очень много людей. Эту гимнастику можно делать и во время болезни, и после нее. Делать эту гимнастику желательно, как выяснилось, да, вот нам многие пациенты отписывались, многие люди, которые переболели, писали, 2-3 раза в день хорошо, она сразу улучшает состояние, улучшает функцию дыхания и вообще много-много всяких разных неожиданных положительных моментов. Ссылка на эту гимнастику, конечно, будет дана под роликом. И нас часто спрашивают, можно ли делать гимнастику по Бутейко или гимнастику Стрельниковой. Я очень хорошо отношусь и к гимнастике Стрельниковой, и к Бутейко, но вот в данном случае, как ни странно, я уже отвечал в комментариях, что эти гимнастики не очень хорошо идут после коронавируса. Почему, не буду долго расписывать, но, в общем, постарайтесь пока на время от них отойти. Потом, через какое-то время, можно будет возобновлять, кто уже занимался. Очень много вопросов про баню или про сауну после перенесенного коронавируса. Но я бы не спешил, наверное, слишком сильно париться, потому что кому-то сразу легчает, а у многих наступает ухудшение. Если уж очень хочется, можно зайти в парилку при какой-то не сильно высокой температуре, как-то с веничком, аккуратно, но не надо перебарщивать, не надо какие-то избыточные температуры сразу включать или лезть на верхнюю полку. Теперь такие частные моменты. У некоторых людей после перенесенного коронавируса довольно долго сохраняется кашель. И он порой бывает достаточно тяжелым. Я в своих публикациях уже писал о том, что многим людям в этой ситуации очень быстро помогает корень солодки, как ни странно, в комплексе с противоаллергическими препаратами. Так, например, мои друзья по моему совету принимали вместе с корнем солодки фенкарол, таблетки по 25 мг, только 3 дня по одной таблетке в день, и у них наступало моментальное улучшение, хотя до этого мог быть очень долго тяжелый кашель. Другие противоаллергические таблетки, если нет фенкарола, тоже можно принимать, но мне фенкарол больше понравился по некоторым его эффектам. Противоаллергические таблетки мы пьем только 3 дня, как я уже сказал. Корни солодки можно принимать от 7 до 14 дней, но не дольше. Правда, нужно иметь в виду, что у корня солодки довольно много противопоказаний. Их придется учитывать. И если вам корни солодки не подходит, можно использовать, например, Девисил или сосновые почки, хотя вот по моим наблюдениям в данном случае они помогают послабее. Теперь по восстановлению обоняния. То есть если у вас пропали запахи, нужно сказать, что используя те методы очищения, восстановления организма, которые мы уже сегодня перечислили, мы восстановление ускоряем. Но можно постараться быстрее вернуть ваше обоняние с помощью настойки эвкалипта. Что мы делаем? Покупаем в аптеке настойку эвкалипта, и вот такой у нас рецепт, о котором я уже рассказывал в наших программах. Стакан горячей, только что вскипяченной воды. Вы капаете 10-15 капель настойки эвкалипта и несколько минут дышите вот этим паром. Но, конечно, опять же, это в том случае, если у вас нет аллергии на эвкалипт и нет противопоказаний. А они, к сожалению, тоже бывают, как и на все остальное. Дорогие друзья, и в завершение хочу напомнить, что для восстановления легких, для восстановления после коронавируса очень важно дышать, да, поэтому если в вашей области или в вашем городе, в вашем районе нет запретов на прогулки, старайтесь гулять. И, конечно, чтобы легкие дышали, да, чтобы уменьшать токсические эффекты, гулять желательно без всяких тряпочек на лице. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, со всеми, для кого это важно и актуально. И напоминаю, что под роликом будет много полезной информации, поэтому обязательно ее изучите. Чтобы всю нужную информацию увидеть, переходите в комментарии под роликом, и там наверху мой закрепленный комментарий с полезными ссылками. Дорогие друзья, и посматривайте за нашими публикациями в соцсетях, это в Инстаграме или ВКонтакте, как вам будет удобней, потому что там выходят статьи, которых просто по определению не может быть на YouTube. И в конце, как всегда, мы просим, дорогие друзья, если вы пользуетесь нашими советами, нашими методами лечения, пожалуйста, пишите в комментариях о своих результатах. Помогло, не помогло, как вы себя чувствовали после применения того или другого метода. И вообще делитесь своими мыслями, своими ощущениями. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей.
А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.